Однажды в приюте Поус оказалась собачка с очаровательным именем Ангел. Эта маленькая собачка была очень несчастной и очень напуганной, и даже отказывалась кушать в присутствии людей, что вызывало глубокую тревогу и неподдельную заботу со стороны волонтеров. Они понимали, что за этим поведением скрывается нечто более серьезное и трагичное, и решили помочь малышке успокоиться, а также забыть о мрачном прошлом, которое, к сожалению, так резко изменило ее жизнь и заставило бояться людей, мир и окружающую среду. Приятного просмотра! Мы надеемся, что эта история ангела вдохновит вас, вызовет улыбку на лице и погрузит в мир доброты и тепла, где даже маленькие существа могут найти свое счастье. Ангел жила с жестокосердным владельцем, который не заботился должным образом о ней и не проявлял никакой любви или тепла. Он занимался разведением собак, но совершенно не интересовался их здоровьем и самочувствием, что стало горькой правдой и настоящей трагедией. Скорее всего, он относился к ним с жестокостью, иначе как можно было бы объяснить, почему собачка могла быть так напугана и находиться в столь плачевном состоянии. По прибытии в приют несчастная питомица вжалась в стенку и ни за что не хотела поворачиваться мордочкой к людям, которые пытались проявить к ней заботу и нежность. Некоторое время волонтеры пробовали ласковыми словами и неуговорами выманить ее из угла. Но, к сожалению, у них это не получалось и лишь усиливало ее страх и тревогу, несмотря на все усилия, которые они прикладывали ради ее облегчения. Ангел смотрела на стену, грустно опустив голову, полное отчаяние заполнив ее маленькое сердечко. Испуганную собаку решили порадовать едой, но и это, к сожалению, не помогло. Она отказывалась от пищи при людях, и даже тогда, когда ей предлагали самые вкусные лакомства, подходила к тарелке только тогда, когда возле нее никого не было. Словно бы это было единственное ее спасение от мира, который вызывал только страх. Если в помещение кто-то заходил, ангел сразу же прекращала есть и бежала в свой уголок, спрятав мордочку, словно это могло спасти ее от мрачной реальности, которая ее окружала. Долгое время люди думали о том, как же помочь испуганной собаке вернуться к нормальной жизни, полной радости, дружбы и любви. У нее была глубокая психологическая травма, которая не позволяла ей быть веселой и счастливой, и нужно было найти способ, как же вывести ее из этого состояния отчаяния и боли. И тогда они решили отправиться к бывшему владельцу, чтобы попросить у него еще одну собачку, полагая, что это могло бы улучшить ситуацию для ангела. Тот не отказал и отдал людям пса по кличке Клифф, который по самой сути мог стать тем самым другом, который нужен ангел в ее жизни. Волонтеры очень надеялись, что этот четвероногий гость поможет собаке хоть немного почувствовать себя смелее и позволит ей, возможно, заново открыть для себя мир, полный счастья и доверия к людям. И они не ошиблись в своих ожиданиях. Когда испуганная ангел увидела знакомого пса, она очень обрадовалась тому, что еще одна собака с ней, и это пробудило в ней те чувства, которые она так долго подавляла. Питомица сразу почувствовала, что у нее есть защита и верный друг, и стала смелее, как будто вышла из темного уголка в светлый мир, где не может быть места страху. Так как собаки похожи внешне, за исключением их окраса, волонтеры предположили, что Клифф – брат нашей героини, и у них существует тесная эмоциональная связь, которая помогла ангел преодолеть свой страх. Связь, которая напоминала о ее прошлом, но на этот раз дарила надежду и поддержку. И, как ни странно, со временем, всего через несколько месяцев, от трусливой и испуганной ангел не осталось и следа. Собачка вовсе резвится,
играет в игрушки и даже шалит иногда, что радует всех вокруг и наполняет приют радостью. Впрочем, на нее никто не обижается, потому что веселая и счастливая питомица нравится всем гораздо больше своей жизнерадостностью и беззаботностью. Она стала не только любимицей волонтеров и работников приюта, но и настоящим украшением этого места, где царит атмосфера заботы и любви, радости и надежды. Ну а мы очень рады, что душевная рана собаки затянулась, и она снова стала той радостной девочкой, какой была изначально от природы. Это приносит неоценимую радость и тепло всем, кто ее окружает. Спасибо вам за просмотр этой трогательной и умилительной истории о собачьей жизни, наполненной мучениями, но с хорошим концом. Надеюсь, эта добрая история о преодолении трудностей и силе дружбы, верности и надежды не оставит равнодушным никого. Хорошего вам дня! Пусть ваши сердца будут наполнены светом, теплом и добротой, напоминая вам о важности любви и заботы обо всех живых существах.